Всем привет, друзья, с вами Рани, и сегодня мы посмотрим на обновление одного легендарного мода. Вы могли его видеть в обзоре у Кейна примерно 6 лет назад, и называется он Project Superhuman, и его кардинально изменили, ему даже название поменяли, поэтому давайте уже быстрее начнем смотреть. Ах да, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы крутой. Ну что ж, давайте сразу с грустной новости, это изменение названия мода. Теперь называется не Project Superhuman, а Marvelous, и получается теперь в нем будут только персонажи Marvel. Да, немного грустно, что больше не будет тут DC, но в принципе это может быть даже хорошо, потому что теперь автор сможет получше сфокусироваться на персонажах Marvel, и тогда они тут будут лучше. А теперь, чтобы получить персонажей, мы берем такой вот предмет, это Hero Selector, мы его открываем, и тут видим всех персонажей, которые пока что есть в моде. И тут еще много места, поэтому думаю, еще тут кто-то появится. И думаю, мы будем идти по порядку, и начнем с Капитана Америки. Вот так теперь мы выглядим, а еще у нас появился щит, и наши способности вы можете видеть в правом нижнем углу. Да, это право, я надеюсь, ну, вроде бы да. И пока что у нас только одна способность, но нам нужно прокачаться. А чтобы это сделать, нам теперь нужна специальная книжка, которая находится в меню этого мода. Она пока что не очень красивая. И вот такие вот книжки обучения тут находятся. И самое максимальное это на 100 опыта. И активируем. И у нас идет полоса, и сейчас появится вторая способность. Вот, теперь у нас их две. Это все, конечно, круто, но это будет очень долго. И поэтому тут есть секретная книжка, которую можно найти только из поиска. И давайте мы напишем тренинг. И вот она, эта желтая книжка. И она Infinity. И получается, что она нам все сразу прокачает. Вот смотрите, у нас уже все способности. Это прикольно. А теперь давайте, наверное, заспавним жителей, потому что, ну, кого-то же надо бить. И смотрим на первую способность на F. Это у нас обычный бросок щита. Мы нажимаем. И щит кидается. Ах да, и еще добавили рикошет. То есть теперь он будет рикошетить, например, от этого столба. Давайте проверим. Ну ладно, а если чуть поближе? Оп, оп, и полетел дальше. То есть вы поняли, теперь тут есть рикошет. Ну, за это спасибо, что ж, это прикольно. А теперь мы смотрим на вторую способность. Она у нас на R, и это просто сильный удар щитом. То есть мы просто бьем и убиваем с одного удара. А теперь я поставил камеру, потому что у этой способности есть анимация. Мы нажимаем на G, и я вот так вот в него влетаю, и просто его сношу с ног, он даже умирает. Это жестко. И, кстати, теперь у нас идет перезарядка способности, что тоже нормально. Челик, а вы не хотите, значит, быть мертвым? Вот так вот. Это прикольно, да, это очень круто. И круто, что тут есть анимации. Анимации мы все любим и одобряем. А теперь четвертая способность, и для нее нужно побольше жителей, потому что она очень массивная такая, очень хорошая. Вот столько, думаю, хватит. И мы нажимаем на V, и щит начинает вокруг нас крутиться, и всех просто, он почти всех убил. А теперь его последняя способность на B, это... Он говорит assemble, что значит общий сбор, и эта способность добавляет силу нашим союзникам. Но сейчас их у меня, к сожалению, нет. Но вообще, если бы кто-то был на сервере, то ему бы далась сила и вроде бы еще больше хп. Ах да, чтобы это проверить, можно нажать на C, и тут есть такой вот мануал, в котором описаны все способности и все их персонажи. И даже написано, что это за мод, то есть тут написано, что есть баги. Ну, то есть вот заходим на Капитана Америку, вот он тут крутится, и тут описаны все его способности. Все подробно описано, тут можете почитать, если вам что-то непонятно. У него есть пассивки, которые что-то нам дают. В общем, ну, это все очень сложно. Я не знаю английский, во-первых. Думаю, вы это помните по карте Ben 10. И что ж, это все его способности, но еще не все с Капитаном Америкой. Еще у него есть один секретный костюм, и его можно найти только в поиске. Это вот такой вот костюм Капитана Америка из Marvel Now. Это такая серия комиксов. Мы просто нажимаем на правую кнопку мыши, и теперь у нас меняется костюм. У нас теперь другой стиль. И чтобы его убрать, мы нажимаем на X, и уже тут его убираем. Стоп. Да, тут есть баги. Идем дальше и смотрим на Железного Человека. Вот такой вот у него костюм. И что ж, мы его качаем, и теперь у нас есть все 5 способностей. Что ж, берем жителей и проверяем способности. Они у него не очень интересные, поэтому посмотрим быстро. И нажимаю на F. Это обычный выстрел из репульсора. И, кстати, вы могли слышать звук, он тоже новый. И вообще тут у всего в этом моде есть звуки. У абсолютно каждой способности теперь есть свой офигенский звук. И это мы тоже увидим чуть позже. Теперь нажимаем на R. Это какой-то шар. Давайте проверим. Это такой вот шар, который вылетает и убивает даже 2 человек, и, наверное, даже больше может. Теперь нажимаем на G. Это у нас, наверное, выстрел из реактора. Ну, похоже на правду. А вот следующее я не помню, что значит. Давайте это проверим в мануале. Почему бы и нет. Четвертая способность. Overcharge. Ага, я вспомнил. То есть мы очень сильно заряжаемся, и мы становимся быстрее и сильнее. Да, мы теперь очень сильный и очень быстрый. А теперь его последняя способность на B. Смотрим. Это все. Ну, видимо, это какой-то очень-очень сильный удар. Хотя я смогу это проверить. У меня же есть тест дамми. Смотрим.
108 урона. Что ж, это много. Это реально много. Это все, что есть у Железного Человека, поэтому можем идти дальше. Ну что ж, идем дальше по Мстителям. И дальше у нас Тор. Вот такой вот Тор. У него вот такая вот моделька. Плащ у него тоже есть. Давайте я вам вот так вот покажу. У него прикольные волосы, длинные. И ушки у него тоже есть. И сам он такой очень массивный чел. А броня, как я вижу, сделана из кирпичей. Это реально жестко. А кстати, я тут вспомнил, а зачем я бью жителей, если в моде есть свои мобы? Да, если вы не знали, то они тут есть. И их тут достаточно много. Вот такой чел из Гидры, тюремный чел, ниндзя и малоид. Ну что ж, погнали, нажимаю на F. И я просто кидаю молот. А еще я могу кинуть его на правую кнопку мыши, что тоже круто. Поэтому давайте еще раз кинем. И в принципе это все. Мы идем дальше и смотрим на вторую способность на R. Это просто такой удар по земле, по плоскости. Это было прикольно. Давайте еще раз посмотрим. О, даже с анимацией. Кстати, надо на нее посмотреть обязательно. R. Вот такая вот анимация, да, чуть багнутая на камере, но думаю, вы поняли. А теперь, кажется, нужно побольше челов. Что ж, я нажимаю на G и начинаю крутить свой молот, и он всех бьет, кто рядом со мной находится. Так, кручу-верчу, и все, закончилось. Смотрим теперь на четвертую способность. Это вроде бы просто молния. Та-дам! Мы просто призываем молнию. О, монетка выпала. Это, если что, из мода. Тут вот у нас есть теперь монетки. И пока что они нигде не используются, но потом вроде бы будут магазины в деревнях, где можно будет покупать костюмы и скины. И его последняя способность, вот она, ребята, офигенная. Она просто жестокая, очень жестокая, и поэтому нужно очень много врагов из Гидры. Вот как бы встать так, чтобы было видно. Давайте сначала вот так. Я нажимаю на B. А, от первого лица это так выглядит, он ставит молот перед собой, и мы ничего не увидели. Ну, короче, такая вот энергия из нас выходит, и всех может убить. Я думаю, вы поняли. Ну, такой вот Тор, прикольно. Так, я уже забыл, кто там. Ага, Халк. Халк тоже тут крутой. Ну, во-первых, мы выше и шире, чем все персонажи. Ну, моделька, конечно, странная, но в стиле мода, в принципе, так что нормально. И нажимаем на F. И кидаем в него камень, да? То есть вот так вот это выглядит. О боже, тут тоже багнуто. Ну, давайте еще вот так вот. Ты что сделал? То есть мы просто кидаем камень, и в принципе все. Так, а вторая способность это удар по земле. Давайте мы его испытаем. Как его нажать? На R. А, стоп, мы не бьем. А, точно, мы притягиваем мобов. Вот смотрите, я сейчас нажму на R, и моб ко мне притянется, а потом уже я могу его бить как хочу. Ой, вот на G такая бомба способность, вы сейчас просто офигеете. Давайте, кстати, возьмем жителей, потому что вот эти челы, они постоянно куда-то уходят. И я нажимаю на G, я разгоняюсь и просто всех сношу своим огромным телом. Все умирают с одного удара. Это жестко, это очень жестко. Что ж, теперь, думаю, можно нажать на V. Это хлопок. А теперь наша последняя способность на Б. Просто такой вот удар в землю. И вот так вот он приседает. И думаю, вы все ждете Человека-паука, потому что он был на превьюшке. И давайте мы закончим с Мстителями, а потом посмотрим на Паука. Так, ну способности у него выглядят нормально. Так, ну у него есть старые пистолеты, и они, наверное, еще стреляют. А ну-ка. Ну, не очень реалистично, но пойдет. Такой вот пистолет. Давайте тогда мы используем способность на F. Это выстрел молнией из наших браслетов. Так, хорошо, теперь давайте нажмем на R. А, на R можем притягиваться, как Человек-паук. R, оп, и теперь мы тут. Ну, такой же есть у Человека-паука, мы на это тоже посмотрим. Так, вот следующее это что-то фиолетовое, я не знаю, что это. Давайте нажмем на G. Надо чекать, что это. Black Widow. Поцелуй вдовы. Ага, то есть это работает только вблизи. Ну, потому что это поцелуй, и, в принципе, это логично. Давайте тогда вот так попробуем. Да, только вблизи, понял, это круто. Так, вот четвертый, там вообще нарисовано что-то очень страшное. Хотя я, кажется, уже понял, что это. И для этого нужно нажать F5. В. Это кувырок, да, такое вот сальто небольшое. Она типа подложила бомбу, сама увернулась, и те челы взрываются. Это было очень круто, офигеть, так продумано еще. А вон мина спавнится, и через время взрывается. Это лайк, это очень круто. Ну и что ж, последняя способность, это что-то эпичное. Нажимаю на Б. И это такой вот сплэш из молний, который убивает всех вокруг. И думаю, вы уже поняли, что мод очень крутой, потому что тут офигенные способности. Давайте мы уже посмотрим на Хоукая. Вот он, такая вот легенда. И, во-первых, у него есть Хелчан, который 3D-шный, что круто. И там, ребята, ну вы, наверное, уже видели на превьюшке. Да, я поставил, потому что это очень круто. Но до этого мы еще дойдем. Ну, получается, наша как бы нулевая способность. Это просто выстрел. И у нас сразу 3 стрелы вроде, да? А, нет, даже 5 стрел сразу вылетает. Ну, то есть это самые обычные стрелы. Вот такие вот они, кстати, тоже красивые. А вот следующее, давайте мы уже нажмем на F. Вот мы нажали на F, и появилась такая фиолетовая рамка. Значит, мы пикнули стрелу. Давайте проверим, что это. Какая-то она снежная. Стоп, это, кажется, тот самый из обзора на Человека-паука. Ну, по звуку тут понятно, что это заморозка. Я там услышал по звуку, это заморозка. Ну, это было прикольно. Что ж, теперь R выбрал. Это какая-то желтая стрела. Давайте узнаем.
Это, видимо, просто какая-то очень сильная стрела. Ну, можем проверить, если вы мне не верите. Это шоковая стрела какая-то, очень шокирующая, энергичная, энергия какая-то от нее исходит. Ну, короче, вы поняли. Ну, как шокер, знаете, вот у него тоже такие желтые эффекты. Вот, это его стрела. Теперь G, это что? Это, наверное, взрывная стрела. Давайте проверим. Да, я был прав, она реально взрывает. Ну, ничего необычного. А теперь, друзья, одна из лучших способностей вообще во всех модах. Полный канон, во-первых. Это супер канон. Это просто легендарная способность. То есть, ну реально. То есть, такого еще я не видел. Я этого ждал. Во-первых, я видел тизер от автора еще давно. И когда я это попробовал, я тоже офигел. Что ж, я нажимаю на камеру. Я выбрал. И теперь я держу стрелу. И у меня на ней Человек-муравей. И, кстати, его пока что нету в моде, но это офигенная пасхалка. Вот лежит легенда. Боже, как же это круто. Это очень круто сделано. Во-первых, ну как бы это моделька, но выглядит офигенски. И теперь нужен какой-то сильный моб, пускай это будет как раз таки из Гидры чел, потому что он вроде бы сильный. Женщина, тебе сейчас не поздоровится, ты реально сейчас получишь. Человек-муравей готов, и я отпускаю. И он бьет ее изнутри, вы слышите звук, там даже был звук ударов. Ну, то есть, да, то самое, что мы ждали все в финале. Да, то, что будет с Таносом. Да, но этого не было, но было бы круто все-таки. И теперь его последняя способность, мы нажимаем на Б. Им просто бесконечно стреляем. То есть у нас очень много стрел. Ну все, посмотрели на Мстителей. И теперь, как я и обещал, смотрим на Человека-паука. Вот какой у него костюм. Он не изменился с прошлых версий. Нажимаю на F и кидаю сразу 3 паутины. Это сильно и круто. Так, теперь R нажму вон туда. Ой. И мы притягиваемся, то есть это паутина для притягивания, да, то есть с ней летать у вас не получится, то есть, ну, можете попробовать, типа, как-то сейчас вот, нет, у вас никак не получится, там перезарядка, у вас никак не получится. Так, теперь G, это какой-то камень я бросил, или что это? Это был камень, меня не обманешь, а звук паутины. Ой, на V сейчас такая способность, ну, она тоже была на превьюшке, да, вы видели, нажимаю на V. Он вот так вот просто все заметает паутиной. Очень красиво было. Я хочу еще раз посмотреть, но еще 10 секунд. Это было божественно. Это лучший мод, ребят. Я напоминаю, что это лучший мод. Вау, как же это круто выглядит. И последняя способность на Б — это паутинные кулаки. Ну, вернее, не кулаки, а как бы закрутки такие. Да, это закрутки. Вот так вот мы теперь крутимся и всех убиваем нашей паутиной. Вот такие вот закрутки, если это можно так назвать. Я думаю, нельзя, да? Ну, ничего. Ну, вот такой вот был паук. Вы довольны? Надеюсь, да. И теперь смотрим. А как раз у нас идет Женщина-паук следующая. Ну, вот у нее еще другие способности. Во-первых, на F у нее такой вот луч из руки. Офигеть, какие-то феромоны страха мы пускаем. Давайте нажмем на G. Ого! Ага, понял. Это похоже на способность вдовы. Да, такая вот молния. Забавно, забавно, прикольно. Что ж, я думаю, можно нажать на V. То же самое, но только быстрее и сильнее. А еще было выше. А теперь последняя способность, она вроде бы какая-то не очень. Давайте проверим. Ну да, просто выстрел и ничего необычного. И что ж, мы пострелили уже на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 персонажей. И это половина этого обновления. А вот этих вот офигенских ребят мы оставим на вторую часть, которая выйдет совсем скоро, если вы наберете тут очень много лайков. Ну поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши офигенные смешные комменты, которые я буду лайкать. Пожалуйста, напишите что-то очень смешное, вот реально. Я это лайкну. Подписывайтесь на канал, еще раз подпишитесь, если были подписаны, еще раз подписывайтесь. Все, всем удачи, всем пока, друзья. Пока-пока.